Как думаешь, в какой игре эльфийка в стрингах может кромсать врагов как в слэшере, попутно управляя армией из гигантских скорпионов, как в стратегии? Только в Kingdom Under Fire 2, где ты по ссылке в описании будешь получать сундук с редкой повесткой в подарок каждый день. Всем привет, с вами Вандалей, и сегодня поговорим о вырезанном контенте и вырезанных игровых сценах в Call of Duty Black Ops. В очередной раз опираться будем на звуковые файлы, спрятанные в ресурсах самой игры. В процессе подготовки ролика я прослушал абсолютно все звуковые файлы каждой из миссий, а затем перепрошел каждую из миссий по несколько раз с вырубленной музыкой, внимательно прислушиваясь к фразам персонажей. Таким образом, я смог вычленить те звуковые реплики, которые в игре не звучат, а их содержание, префиксы, обозначающие принадлежность персонажу, и порядковые номера дали представление, в каких моментах они должны были звучать. Однако, сами понимаете, рабочего материала для подобного изучения игры просто завались. И все зависит от памяти и внимательности, так что я допускаю, что где-то мог ошибиться. В таком случае смело пишите ваши уточнения в комментах. Если ошибки действительно обнаружатся, то я вынесу их в топовый комментарий. Соответственно, все те, кто смотрит это спустя какое-то время после выхода ролика, мотните в комменты и чекните, нет ли внизу каких-то уточнений. Ну а теперь начинаем. Первыми дам вам прослушать реплики, обозначенные как принадлежащие Уиверу, и лично я ни одну из них в сценах допроса не помню. Более того, они не подходят игровому Уиверу, ибо в этих фразах Григорий кошмарит Мейсона по полной и ни капли его не жалеет. Без толку. Та же информация снова и снова. Ничего полезного. Он отвлекся. Врежь-ка ему. Он придуривается. Он знает больше, чем говорит. Эй, это не важно. На меня смотри. Пустая трата времени. Он ничего не знает. Дай мне попробовать. Я его раскалю. С чего ты взял, что он что-то знает? Он вообще никакой. Мне плевать, если он сдохнет. Нам нужна информация. Увеличить дозу. У нас нет ни законов, ни правил. Что, страшно? Вот это уже что-то. Он пытается вспомнить. По-моему, он приходит в себя. Надави на него. Нам что, повторить все сначала? Давай быстрее. Другое дело. Хочешь выиграть? Начинай говорить. Опять? Черт, надо торопиться. Согласитесь, звучит довольно жутко. Но самое крутое то, что в английской версии эти фразы тоже звучат на русском. Почти не ломаном, кстати. Когда я сначала нашел их в русской версии, я решил, что это наши локализованные дубли. Но потом начал что-то подозревать. Например, то, что они лежат в архиве IW24, который не переведен, и все остальные реплики в нем это ломаный русский от спецназовцев или выкрики вьетнамцев. Соответственно, я полез в файлы английской версии, и да, изначальные фразы Уивера и записаны на русском. И я понятия не имею почему, учитывая то, что в игре Григорий всегда говорит по-английски. Надо отметить и то, что если рядовой игрок из Америки решит полазить в файлах, он же ничего из этих фраз не поймет. Кроме русских матов, разумеется. So, dear comrades who watch this video and do not know Russian, I know you exist on my channel. Next phrases says Weaver. Next phrases are from games resources. And I have no idea why Weaver speak Russian, not English. Considering Григорий Weaver speak English throughout the game. Let's listen. Но он не сосредоточен. Вдарь ему. Он придуривается. Он знает больше, чем говорит. Эй, это не важно. На меня смотри! Это пустая трата времени. Он ничего не знает. Дай мне попробовать. Я его сломаю. Откуда ты знаешь, что он что-либо знает? Да он никакой. Да мне плевать, если он сдохнет. Нам нужна его информация. Увеличить дозу. У нас тут беспредел. Что, страшно? Во, что-то получается. Он пытается вспомнить. По-моему, он просыпается. Дави на него. Там что, повторить сначала? Давай быстрее. Вот это уже что-то. Хочешь выжить? Начинай говорить. Блять, опять? Черт, нам надо торопиться. Ой, блять, сука. Это бессмысленно. Та же информация снова и снова. Ничего не полезного.
Мне остается только добавить, что лежат файлы в подпапке Frontend, и на попытку загрузить эту карту на DevMap Frontend игра кидает нас в меню, из чего я делаю вывод, что в меню-то эти фразы должны были звучать. То есть опять-таки, возможно, первоначальный замысел был таков, что игрок врубает игру, а там главгерой в комнате допроса, и от него чего-то хотят на русском языке. В итоге создавалось бы впечатление, что Мейсон находится в плену у русских, а потом нас ждал бы неожиданный поворот. Возвращаемся к звуковым файлам, поговорим об уровне проект Nova. Помните момент, когда дымовыми гранатами надо помечать цели для минометчиков? Хотя почему надо? Просто можно, а можно и не использовать эти гранаты. Но изначально в миссии имелся момент с некой баррикадой, которую надо было обязательно уничтожить, пометив гранатой. Вот реплики Дмитрия Петренко, которые звучали бы, если мы промахивались. Брось одну в основание баррикады. Пометь баррикаду для минометчиков. Ближе к баррикаде, Виктор. Ты пьяный, что ли, Виктор? Бросай ее на баррикаду. Резнов, нужно разрушить эту баррикаду. Нам нужны дымовые гранаты, Резнов. Если же мы растрачивали все гранаты и ни одной не попадали в баррикаду, Дмитрий брал эту задачу на себя. Я сам помечу, Резнов, отойди. В релизе же Дмитрий говорит только нам, что гранаты в принципе можно использовать, а также поправляет Резнова, если тот начнет бросать гранаты внутри здания, а не под открытым небом. Дальше была сильно сокращена сцена в трюмах поврежденного корабля. В финалке по пути к камерам снова и говорят только антагонисты, обсуждая нереализованный план Германии по запуску ракет с газом. Изначально же Петренко и Резнов обсуждали жуткую атмосферу, царящую в трюмах. Держи лампу ровнее, Виктор. Держись рядом со мной. Будь настороже, это место смердит отчаянием. Что здесь произошло? Может быть, нам лучше не знать? Вперед! Смотри под ноги! Кажется, здесь сами тени движутся. Вполне понятно. Люди часто боятся того, что не могут увидеть. Игры разума. Резнов! Сюда! Сюда, Резнов! Ты куда, Резнов? Он давно умер. Задолго до нашего нападения. Почему? Что случилось с этими людьми? Военные потери. Что-то здесь не так. Не отвлекайтесь, Резнов. Не хотелось бы, чтобы с героем Берлина что-то случилось. Кроме этого, персонажи сталкивались с какой-то трудностью, связанной с разрушенными мостками. Судя по всему, ее полностью устранял сам Дмитрий. Мы же должны были светить фонарем в нужные места, чтобы помочь ему. В релизе же фонарь нам выдается, но геймплейной роли он не играет. Попробую разобраться в этих мостиках. Резнов! Посвети сюда. Ничего не вижу. Посвети. Не уходи. Верхняя часть трубы. Посвети на мостик. Продолжай светить. Посвети передо мной. Иди сюда, нужен свет. Кстати, фиг ли Кравченко в этой сцене целится во взрывчатку на ракете? Но прицеплена она здесь раньше времени, ну и что? Он при этом еще и участвует в диалоге со Штайнером и Драговичем. Я только благодаря обозначениям из файлов понял, что фразы «судя по всему, им это не удалось» и «взрыва не было» говорит именно Кравченко. Ибо звучат они, как будто он стоит совсем рядом со своими собеседниками, а по факту это не так. Для последующей сцены была подготовлена озвучка умирающего Петренко, но ее решили не использовать, ибо, во-первых, без нее драматичнее, а во-вторых, Дмитрий находится за стеклом, и мы не могли бы его услышать. Вот как звучит этот файл. Хотя после этой сцены идут фразы Драговича, которые мы за тем же стеклом почему-то можем услышать. Британский Для них я был спецназ русским атакует наши ничтожеством. позиции! И опять-таки, изначально их должно было быть больше. В файлах имеется и вот такая фраза. Нужно доставить Штайнера на наш корабль. Ну и в миссию мог вклиниться голос Уивера со следующими фразами. Виктор Резнов хотел их остановить. Именно поэтому он бежал. Когда? Когда он говорил это? Но, видимо, он нарушил бы атмосферу происходящего действа, и разрабы этот момент вырезали. Помимо этих реплик, в данной миссии было убрано и еще несколько моментов. О них я говорил вот в этом ролике. Там же обзор вырезанных моментов из миссии в Иркуте. Кнопка с ссылью на видос будет в конце, не забудьте глянуть. В нем, кстати, небольшая ошибочка. Самая последняя фраза Резнова про флаг и все такое в игре все-таки звучит. В файлах миссии Пентагон имеются вот такие реплики. Опять-таки, сколько я не прислушивался в игре, так их и не услышал. Из чего делаю вывод, что они не используются. Уильям, что по операции «Феникс»? Мы нашли, где утечка? Ну, мы ее нашли, но пока он мертв. Утечка идет. В миссии Виктор Чарли в самом начале пилот говорит «Черт, они идут», имея в виду вьетконговцев, после чего ловит пулю. Но в файлах лежит другой дубль этой фразы. Они идут!
Вам нужно выбираться. Что важно, она несет свой собственный оттенок. По ней раненый пилот уже смирился со своей участью и говорит «вам нужно выбираться», хотя мог сказать «нам нужно выбираться». Были вырезаны фразы Уивера, который пытается поймать Мейсона на паранойю. Где был Резнов? Почему вы разделились? Где был Резнов? Почему вы разделились? Виктор Резнов был одиночка. Он никому не доверял. Также Резнов сообщал нам о подземных пещерах. В релизном же варианте он физически не смог бы это сделать, ибо наш глюк забирается на скалу в самом начале миссии, а появляется снова только в этих самых пещерах. Но, возможно, он связывался с нами по рации. Мейсон, вокруг этой деревни есть сеть тоннелей! Из пещер мы добираемся до подземного комплекса Кравченко, где действо становится крайне сумбурным и, проходя в первый раз, вообще не успеваешь осознать, что здесь к чему. Изначально же мы задерживались в пещере, и Резнов изучал документы вслух, давая нам передышку и подготавливая игрока к тому, что следующими нашими целями станут Лаос и Остров Возрождения. Сколько человек убила эта сволочь? Не пытайся считать, Мейсон. Он использует творимые на этой войне зверства как прикрытие для своих экспериментов. Кравченко пытается представить дело так, как будто за всем этим стоят Соединенные Штаты Америки. Тут планы полета на базу. Припасы, привезенные из какого-то места под названием «Возрождение». Наверное, здесь пускали припасы. Из этих документов следует, что основная операционная база Кравченко расположена по ту сторону границы, в Лаосе. После с нами связывается Вудс и спрашивает у Мейсона, где тот находится, но ответа не получает и говорит, мы будем кружить над местностью. Это как выглядит ситуация в релизе. Изначально же между бойцами должен был произойти полноценный диалог, и между этими двумя фразами имелись следующие. Где вы сейчас? Мы прошли по тоннелям где-то с километр в сторону севера. Значит, вы должны выйти недалеко от северной гряды. Мы будем кружить над местностью, сядем, когда увидим вас. Переходим к миссии Чисва. В самом начале, после фразы Кларка «пули пробили люк», шли следующие реплики. Только не говори, что ты притащил свою отраву в населенный район! Мне пришлось! После чего в действо вклинивался голос Уивера из комнаты допроса. 5 минут назад Хадсон пытал Кларка. Теперь он помогает ему. Почему, как ты думаешь? Почему? ЦРУ нужна была только информация. А Драгович хотел заполучить его голову. Что интересно, звучат они без эффекта искажения. Крики Хадсона и Кларка в сцене с прыжком. В игре их также не слышно. Ах ты, зараза! Ах ты! Прыгаем! Еще одна фраза, не звучащая в игре. Цифры, татуированные на теле? Что ты скрываешь, Кларк? Кроме того, в файлах есть альтернативная фраза для этой сцены. Вот что мы слышим в игре. Он засел на Урале, Ямантау. Там вы найдете Штайнера. Он заканчивает свой проект Нова. И вот фраза из файлов. Там вы найдете его ручного нацистика Штайнера. Он заканчивает приготовление к проекту Нова. Последней вырезанной интересностью, которую мы обсудим в этом ролике, будет вырезанный киллстрик из мультиплеера, а конкретно это киллстрик МП-40, то есть предполагалось, что МП-40 будет выдаваться наградой за серию убийств, а об этом свидетельствует следующая фраза. Противник получил МП-40. Противник с МП-40 в вашем секторе. МП-40 готов к применению. МП-40 готов. МП-40 в вашем секторе. МП-40 в вашем распоряжении. Противник получил МП-40. Противник с МП-40 в вашем секторе. МП-40 готов к применению. МП-40 готов. МП-40 в вашем секторе. МП-40 в вашем распоряжении. Противник получил МП-40. Противник с МП-40 в вашем секторе. МП-40 готов к применению. МП-40 готов. МП-40 в вашем секторе. МП-40 в вашем распоряжении. Противник получил МП-40. Противник с МП-40 в вашем секторе. МП-40 готов к применению. МП-40 готов. МП-40 в вашем секторе. МП-40 в вашем распоряжении. Что интересно, МП-40 действительно имеет самый большой урон среди ППшек World at War. На ПК он наносит 40 единиц урона вблизи, что как бы нормально. Но на консолях это значение поднимается до целых 59. То есть по факту это вообще дисбалансный пистолет-пулемет. Но как мы теперь знаем, разрабы не просто так не считают, но и хотели ввести МП с оверуроном в Black Ops. Но вот в последний момент передумали. Что же касается остального вырезанного оружия и прочих звуковых файлов, отсылающих к вырезанным игровым сценам, то о них поговорим в следующем выпуске. А вы оставляйте свои комментарии и вообще смотрите другие ролики, так как рубрика о вырезанном контенте в колде уже давно набирает обороты. На этом у меня все, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.